Ребят, всем привет! Ну что, вот обратно, не было печали. Работаю я такой себе, работаю, все зашибись. Загрузился поллесовозика на новенький Барс. Стал выезжать, то есть вперед выехал, назад стал разворачиваться. Бах, сцепление выжимать, нет сцепления. Заднюю передачу я успел, короче, выключить. Но потом все, сцепление, слышите, шипит. Вот. Сцепление работать перестало. Залез, посмотрел, все вроде нормально, нигде ничего не шипит, все хорошо. В итоге это было там, за брикетом, возле леса, в болоте. Вот, думаю, как-то надо выезжать из этого болота. Вот, а я в таких вот ботиночках, сандалиях, а там воды по колено. Ну, в итоге я передачу включил, на стартере завел, выехал. Все, и сейчас вот заклинила передача, ничего не выключается. В итоге посмотрел, открутил с ПГУ, когда цилиндр выходит из ПГУ, открутил там от лапки болт. В итоге ничего не происходит, то есть как педаль так была, так и есть. В итоге на первой передаче я доехал сюда на стоянку. И сейчас идемте, покажу, что случилось. Видно вам, ребят? Короче, вырвало подшипник. Так что начинаем с вами ремонтировать сцепление на этим смачненьким моем Урале. Первым делом, что мы начнем с вами делать? Открутим, наверное, полностью с той стороны ПГУ. Дальше лезем под машину, откручиваем кардан, вот эту перемычку, как она называется правильно, напишите в комментариях, кто знает. Вот, то есть вот эту вот тягу, или она не тяга она, а как она называется правильно. Маленький кардан, вот эту штуку. Дел будет много. Погнали, ребят. Конечно, мне не приходилось на Урале снимать коробку ни на Зиле 131, ни на Газоне. То есть я эти коробки не снимал. Снимал я на КамАЗе 55-111 самосвал. Вот это будет сейчас. Впервые, конечно, для меня. У Александра я спросил, он сегодня выходной. Вот, я его спросил, как что. Он мне так вкратце объяснил, как. Но сказал, что проблем вот так вот. Особенно он, как она называется, стой, вон там надо откручивать вот эту подушку. Типа, говорит, вот тут очень трудно придется ее откручивать. То есть ее надо будет коробку подавать назад и потом пускать. И также потом поднимать, так и так вставлять. Очень трудно. А еще, блин, дожди. Ну, сейчас вроде как до конца недели вроде как дожди, ну, перестали. 4 дня подряд шел дождь. То есть он грязюки тут хватает, сами видите. Так, ну ладно, погнали. Снял я ПГУ, первую деталь. То есть вот видите, да? Шланг, воздух открутил, а жидкость оставил. Вот. Так вот висит, ничего такого. Вот. На 2 болтах он был. Здесь вот, конечно, Александр, вот видите, у него здесь как сделано, зашплинтовано. У меня на 2 болтах. И вот эту вот, как она, поперечина, растяжка, как она правильно называется. Вот. Кто знает, напишите в комментариях. Вот. И вообще, стоит ее откручивать или не стоит. Вот. Но я так все-таки подумал, посмотрел, если вот так вот чисто разобраться. Вот она стоит здесь, да? То есть, если коробку подавать назад, то есть, ну, сюда, вернее, не назад, а вниз, она будет мешать. Даже если ее завтра мы снимаем карданы, ну, там по ходу увидите. Даже если без карданов ее подать сюда, то есть, она оттуда выйдет, то все равно она вот здесь будет мешать. Или так она вылазит, или как. Я, честно говоря, я не знаю, я не снимал. Мои такие думки. Вообще, правильно открутил я ее или неправильно, или не надо было ее откручивать. Но все равно ставить потом легче будет, просто приподнять, направить туда и все. Вот. Как-то так. Ну, а сейчас уже время. Вот, надо идти переодеваться. Вон уже к автобусу уже подходит, подтягивается. Скоро ехать домой. Ребят, день второй. Всем доброе утро. Сегодня -1. Он все в инее. Так, ну что,
раскладываем опять инструмент. И все, и лезем под машину. Сейчас на очереди 2 кардана. То есть на мост и тот. Так, ребят, ну что, сидя вот на такой подстилочке, на листе железа, в грязи, открутил я. Здесь 4, там 4, но он зажат. Он как бы в натяг, передач не выключилась. Так, ладно, первый кардан откручен. Сейчас его нужно как-то сорвать. Монтажкой пошевелю, сорву. И потом полезем вот к этому большому. Здесь ладно, а вот там подлезть проблема. Будем пробовать, стараться. Так, народ, 3-я деталь с демонтажа коробки снятая. Вот, обсмотрел, короче, крестовины нормальные. Они, конечно, не мажутся. Ну, вернее, нету этих зирок здесь, закрытые они. Ну, это, наверное, специально сделано так, чтобы быстрее ломались, выходили из строя. Вот, сразу очистил, приготовил, если что, к установке. Сейчас я что еще хочу? ВДХ, вон ВДшку у меня стоит, пролить сюда, чтобы он расходился взад-вперед. Извините, что не показываю, потому что вот такими перчами я не хочу камеру марать. Так, ладно, полезли откручивать самое, я думаю, трудное, вот этот маленький карданчик. Ребят, вот таким макаром я ВДХ, вот такой ВДХ, практически все ржавое. Вот что откручиваю, вот болты, там всякие там резьбы, ну все, короче. Вот я стараюсь проливать этой ВДХ. Ну вот эти карданы, ну, конечно, болты, которые я открутил, здесь, я думаю, под замену. Потому что здесь некоторые болты нормальные, а некоторые уже резьба, короче. Нет, вот это что-то более-менее. Вот. Видите, закусывает даже. Вот. Но они как бы нормально так были, притянуты, все. Но я так понимаю, наверное, несколько раз их уже снимали. Раза 2-3, что уже резьба. Все. Так, ну ладно, погнали дальше. Вот так, ребят, я еще предварительно всегда делаю. Чтобы начать откручивать, вот, я всегда сначала щеточкой металлической. Потом, по возможности, может быть, ВДХи. Вот, или так пробую. Так, ребят, на улице разогрелось, потеплело. Еще одна деталь снята. Вот, карданчик этот маленький. Блин, тяжелый вообще, жесть. Так, вот болты. Смотрите, ребят, какие. Полметра, блин. Крутишь, крутишь, крутишь. Замучаешь, скрутимши. И вот один болт. Специально вам показать. Под ключ 22. И здесь 22. Вот этот под ключ 19, 22. И вот смотрите, резьбы вообще нету. Тоже надо будет заказывать, как и на этот кардан я заказал. Сейчас я опять также пролью. Крестовины здесь нормальные, как бы не шатается, ничего. То есть он ходит зад-назад, то есть там мазано, как и это то же самое. Но все равно еще ВДХ пролью для полного кайфа. И будет ништяк. Сейчас я пролью, полезем дальше. Что у нас там дальше по плану? А дальше по плану, сейчас я вам покажу. Так, ну а дальше у нас по плану откручивать вот этот вот лонжерон, перекладина, поперечина. Как она правильно называется? Напишите в комментариях. Вот эти 3 болта, там 3 болта. И здесь, я думаю, от коробки ее снять. Потому что, если так, по сути дела, ее надо будет сюда отодвигать, коробку. То есть ее надо будет снимать. Александр мне говорил, что ее трудно очень будет снимать. Но я так вижу, что вроде как подлезешь везде, нормально. Приступаем. 3 тут, 3 там. И здесь от коробки. И дальше включимся. Прикол, ребят, знаете в чем еще? А в том, что помощников вообще абсолютно нет. Никого. И не дают никого. Вот, например, сейчас вот эти вот 3 болта я сорвал. То есть они нормально пошли. Но с той стороны они стали крутиться. Вот человека бы, например, чтобы он там просто ключ ставил и просто поддержал. Нету. Вот в этом и прикол. То есть надо, прежде чем что-то откручивать, надо придумать, как там зафиксировать, чтобы оно не крутилось. И на это уходит очень много времени. Кто-то из вас, конечно, может сказать, зачем ты крутил вот этот вот кардан? То есть он бы здесь лежал, не мешался. Зачем там, может, вон этот крутил, там можно было как-то сделать по-другому. Каждый, конечно, делает по-своему. Вот. Я так вот просто подумал, что вот это все будет мешаться, и все это надо как бы откручивать. Ну ладно, что ж, пойду я туда смотреть, какой там надо ключ. Ну там, скорее всего, рожковый на 17. Заряжу и по одному болтику буду так откручивать. Еще фишка в том, что они сейчас будут слетать, падать, это вылазить, залазить, вылазить, залазить. Такая вот фигня, ребят. Вот, ребят, благо у меня инструмент свой, личный, домашний. Вот, видите, вороток, то есть 2 наставыша вставил.
головку. И сейчас полезу с той стороны откручивать. Вот так вот зафиксировал. Вот как нет помощника, как плохо. Так, ребят, еще одна деталь демонтирована, снята. Перемычка, лонжерон, или как она правильно называется, я, честно говоря, не знаю. То есть зачистил я ее, открутил я ее вместе, короче, от коробки. Вот. Конечно, наверное, кто-нибудь из вас скажет, для чего. Надо было открутить здесь. Но вот смотрите, видите, когда ставили, видите, пластины регулировочные, или я не знаю, что это такое. Ну, скорее всего, похоже на то. Вот, видите? Ну, то есть неудобно было, походу, и не прикрутили. То есть вот надо будет откручивать один болт и их вставить. Так что я сейчас ВДшечкой пролью, потом откручу. Как положено, эти пластины вставлю. Так, ну что, у нас по плану обед. Обед начинается здесь в 11, время без 15. Пойду я мыть руки, умываться. Пообедаем и дальше продолжим. Ребят, вот смотрите, как здесь зашплинтовано. Видите? Болт с двумя гайками законтрагаяно. И здесь гвоздь. Вот. Как вот сюда сейчас подлезть? Блин, двумя ключами. Я вообще... У меня руки сюда не влезут просто. А с той стороны вот такой болт. То есть тоже вот так вот посюда тяга. И вот лишнего, блин, больше, чем в тяге находится. То есть крутить сколько вот. Туда кое-как я сейчас залезу, вот кое-как я открутил. Вот на все вот это уходит время. Пипец просто. Слов нету. Полезу сейчас как-нибудь трещоточкой и рожковым. Как-нибудь сейчас все-таки подлезу. Откручу. Ладно, буду пробовать. Так, ребят, все, тяги снял. Вот две. И рычаги тоже открутил. От коробки пролил их. То есть они тут еле-еле ворочались. Опять же выдержкой пролил. Ну, думаю, удобнее будет коробку и снимать, и ставить. И потом просто рычаги засунул, прикрутил, и уже тяги. К тому же я вам показывал, да? Вот еще раз покажу. Вот должны быть шплинты. Два. Это вот крепление. Что было, вот видите? То есть по сравнению со шплинтами. Насколько это все больше, сколько надо крутить. Ключ заряжаешь кое-как. Начинаешь крутить, ключ слетает. Руки туда не подлазят. Короче, блин, финиш. Все это надо будет переделать. То есть искать вот эти такие шплинты, как положено, 4 штуки. Вот эти болты нафиг. То есть карданы эти я заказал. Еще вот, наверное, я все-таки думаю, вот этот основной нормальный. Так, ну ладно, следующее какое действие? Следующее действие: лезем в кабину и откручиваем полик. То есть сначала рычаг, там, наверное, 24, скорее всего, и потом по кругу вот этот квадратный полик. Ну а дальше будет дальше. Так что погнали. Открутили, сняли мы рычаг вместе с этой резинкой. Как он, уплотнитель или как, не знаю. Ну, конечно, можно было не снимать, да, ребят. Можно было так вот, прям по кругу, тык-тык-тык-тык-тык. И полностью этот полик бы снялся вместе с ней. Ну, а мы сняли так. Лишнюю работу. Да нет, почему? Не лишнюю. Я думаю, так будет лучше, чем потом тут попадать, туда-сюда. Тут просто положил железный, как его, полик вот этот вот. Положил, прихватил, это положил, прихватил, все везде вроде сошлось, все нормально, и попер потом по кругу прикручивать. Там, я не знаю, нужно, не нужно, вот этот верхний лючок, но здесь точно нужно. Ну, короче, штук 15 болтиков. И думаю, все. Все, полик я открутил. Смотрите, ребят, как я делаю. То есть я замечаю, в светлой крышке у меня от полика болты, вот я их заливаю ВДХ. А в темной это у меня вот от пыльника здесь тоже ВДХ заливаю, потому что они все ржавые. Вы, наверное, спросите, для чего? Как бы кинул в одну баночку и все. Не, я просто привык как-то. От чего я откручиваю болтики, туда я и буду вкручивать. Так, ну что ж, вытаскиваем полик, рычаг, пыльник и посмотрим дальше, что. Все ли мы открутили или нет. И если все, тогда начнем откручивать уже по кругу колокол. Так, ребят, ну что, я думаю, что все, пора откручивать саму коробку. Здесь я открутил, видите, то есть вот трубки
прихвачен. Но это я оттуда откручивал. Вот еще нам нужно освободить лючок. И туда мне прикрутить лючок обратно. Потому что лючок, ну, откручен там. Потому что буду опускать, стопудово туда грязь попадет. Еще зачистить, я думаю, вот так. Ну, это может быть перед установкой. Освобожу здесь и здесь приготовлю. Ладно, приступим. Так вот, ребят, таким вот макаром. 2 наставыша, трещотка. Сейчас я вверх быстренько откручу, а там посмотрим по времени. Хорошо, что свой инструмент есть, благо. А то здесь ничего нету абсолютно. Мне одной рукой неудобно. Видите, какие перчи грязные. То есть камеру не хочу я пачкать, фаршмачить. Я вам по существу просто показываю. Ну, как бы делюсь, как я делаю. Может быть, конечно, я и лишнего открутил здесь. То есть, вот это я сейчас так посмотрел. Думаю, если рычаги, например, не откручивал бы, то и полик снялся бы вот так кверху. А может быть и не снялся, они высокие рычаги. То есть я, конечно, делаю впервые. Первый раз, без всяких подсказчиков, без тренеров. Так, ну ладно, продолжим по-быстрому. Еще раз всем привет. День следующий. Сняли коробку, сняли подшипник.